Всем привет, дорогие друзья! Предлагаю еще один вкусный рецепт с кабачками. Гнезда из кабачков с картофелем с сырной начинкой. Эти гнезда – настоящая летняя находка. Легкие, овощные и в то же время сытные. Нежная основа с кабачками, картофелем и морковью. И вкусная начинка с сыром и зеленью. Все запекается в духовке до золотистой шапочки. Блюдо получается не только вкусным, но и очень красивым. Это идеальное решение для уютного семейного ужина. И еще один способ вкусно приготовить кабачки в сезон. Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. Все овощи я буду натирать на терке для корейской моркови. Также овощи можно натереть просто на обычной крупной терке. Натираю цукини. Конечно же, можно использовать и кабачки. Просто у меня во Вьетнаме кабачки не продаются, поэтому я использую цукини. Получаются вот такие полосочки. Все натертые овощи перекладываю в миску. Натираю морковь. И осталось натереть картофель. Картофель я натираю последним, чтобы он не потемнел. Овощи солю. Добавляю примерно 1,5 чайной ложки соли. Хорошо перемешиваю. И оставлю пока постоять, чтобы они пустили сок. Подготовлю сырную начинку. Сыр моцарелла натру на крупной терке. Можно использовать любой твердый сыр. Мелко порежу небольшой пучок укропа. Выдавлю через пресс 2 зубчика чеснока. Чтобы сырная шапочка не растекалась, добавляю 1 яйцо среднего размера. По вкусу немного соли. Соль добавляйте в зависимости от того, какой вы используете сыр. И также добавлю немного черного перца. Хорошо все перемешиваю. Овощи постояли и пустили много сока. Хорошо их отжимаю. Перекладываю в миску. Добавляю 2 средних яйца, специи, немного черного перца, чайную ложку сушеного чеснока, чайную ложку смеси итальянских трав. Конечно, вы можете добавлять любые специи по своему вкусу. Соль я уже не добавляю, так как овощи я солила. Перемешиваю. И теперь в эту овощную массу постепенно добавляю муку. И перемешиваю. Примерно может понадобиться 3-4 столовые ложки муки.
Получилось вот такое овощное тесто. Формирую гнезда. На противень, выстеленный пергаментной бумагой, выкладываю овощное тесто. Благодаря тому, что делали все на терке для корейской моркови, вот это тесто хорошо держит форму. Полосочки переплетаются между собой и получаются вот такие аккуратные гнезда. Всего я буду делать таких 4 довольно крупных гнездышка. Конечно, если вы хотите, можно сделать их и меньшего размера. Сырную начинку делю примерно на 4 части. И выкладываю в середину гнездышек. И также в середину добавлю по одному помидорчику черри. Это, конечно, по желанию. И теперь я все отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут. Сырная шапочка сверху должна красиво подрумяниться. Вот такая красота получилась. Обратите внимание, какая красивая сырная шапочка. И она нигде не растекается, именно благодаря тому, что добавляем в нее яйцо. Гнезда выглядят великолепно. И, конечно, сразу горячие подаем к столу. Вот такая красота получается. И как же это вкусно! Кстати, вот такие гнезда вкусные и холодные, и горячие. Шикарная сырная шапочка. Овощи хорошо пропеклись. Обязательно приготовьте этот новый рецепт с кабачками и картошкой. Я уверена, он всем понравится. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изюкук «Позитивная кухня». Всем пока!